Сегодня покажу вам, как приготовить яблочный пирог, который буквально тает во рту. Никаких долгих часов на кухне, никакой мороки, а результат потрясающий. Для этого простого и быстрого рецепта сначала я беру сметану пожирнее и сахар. Их нужно взбить до однородности. Обратите внимание, чем жирнее сметана, тем плотнее и вкуснее получится крем. У меня сметана 20% жирности. Еще добавила загуститель для крема. Он продается в любом магазине. Все просто. Следуйте инструкции на упаковке, и результат отличный. Я добавила только одну пачку для подстраховки. Вот такой крем у меня получился. Ставлю его в холодильник, пусть немного охладится и станет плотнее. Теперь займемся яблоками. Беру несколько штук, примерно 4-5 средних яблок, и натираю их на крупной терке. У меня яблоки сладкие и сочные, поэтому сахар я не добавляю. Но обязательно попробуйте свои яблоки. Если сорт кислый или не слишком сладкий, смело всыпайте пару столовых ложек сахара. Это сразу сбалансирует вкус. Еще маленький совет. Если на яблоках жесткая кожура, ее лучше снять, особенно если готовите для детей. А для малышей можно натереть яблоки на мелкой терке. Начинка получится более нежной. К яблокам добавлю чайную ложку молотой корицы. Мне нравится аромат и вкус корицы, но если вы не любите корицу, можно заменить ее на щепотку ванили или мускатного ореха. А теперь начинается самая интересная сборка пирога. Я беру тарелку, на дно наношу слой крема, чтобы печенье сразу пропиталось и не скользило. Дальше слой печенья. Беру обычное, не соленое, у меня оно с маком. Размер небольшой, и это удобно. Печенье легко подстраивается под форму торта. Следующий слой снова крем. Разравниваю лопаткой и тут же закладываю основу для бортиков, чтобы торт держал форму. Теперь слой яблок. Примерно половина от всей начинки. Сверху опять крем. Разравниваю. Снова печенье, крем, оставшиеся яблоки. Еще крем. И в завершении последний слой печенья и заключительный слой крема. В описании под этим видео я оставлю последовательность слоев, чтобы вам было удобно готовить. Так вы ничего не перепутаете. Кстати, список продуктов для этого рецепта вы, как всегда, найдете в описании под видео. Подписывайтесь на канал, потому что здесь делюсь простыми и доступными рецептами на каждый день. Пироги на сковороде, идеи для завтрака и легких ужинов. Вот почему этот рецепт такой быстрый и удобный. Печенье само по себе заменяет выпечку теста. Оно пропитывается кремом и соком яблок. Теперь убираю торт-пирог в холодильник, минимум на 3 часа, но лучше на ночь. Тогда крем и яблоки полностью пропитают печенье и структура станет плотной и нежной. Покажу разрез. Вот так выглядит пирог, который простоял в холодильнике около 3 часов. Крем загустел, печенье стало мягким, яблочный сок впитался. Смотрите, ничего не течет, а на вкус он просто волшебный. На следующий день он становится еще нежнее. Это идеальный пирог к чаю. Для украшения я беру молочный шоколад и натираю сверху прямо над пирогом. Можно украсить орехами, кокосовой стружкой или дольками яблок. Вот и все. Всего 5 минут работы, и у вас на столе потрясающий яблочный пирог, который тает во рту. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Делитесь этим видео в соцсетях. Очень вкусный и простой торт получается. На любой случай подойдет. Жду с нетерпением ваших комментариев по поводу этого рецепта. Приготовили? Понравилось? А пока сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Ведь яблоки – это не обязательно сезонный фрукт. До встречи в следующих видео и приятного аппетита!